Камера, мотор, поехали. Всем день добрый. Сегодня мы будем разговаривать о разведении креветок романа. Сегодня хотел почистить аквариум, сделать подмену, но обнаружил, что часть креветок романа скинула икру и вылупились личинки. Поэтому мы сегодня будем засаливать личинок, потом почистим аквариумы и покормим мамашек. Все, поехали. Хочу попросить прощения за качество видео, потому что все снимается на телефон. Здесь, в этом аквариуме, содержатся аманки взрослые, ну и те, которые были посажены сюда от предыдущих экспериментов. Буквально 2 дня назад была сделана подмена воды, но на дне достаточно скапливается экскрементов и всех продуктов жизнедеятельности креветок. Это личинки, предположительно, с 2-3 аманок. Чаще всего выход личинок провоцируется подменой воды. Засаливаем воду 32 грамма на литр. В самом начале я засаливаю около 4 литров воды, и по мере развития личинок соленая вода добавляется. Этим снижается концентрация продуктов жизнедеятельности личинок, ну и сокращается количество подмен. Многие говорят, что необходимо засаливать воду заранее. Я в этом не нашел никакого подтверждения и каких-то минусов и плюсов. Засаливаю воду перед моментом выловки личинок. Воду набираем, лучше всего набирать из действующего аквариума, так как там есть какие-то микро-макроэлементы, необходимые для развития фитопланктона, который будет в последующем добавлен в воду. Для того, чтобы все быстрее растворилось, просто разбиваем комочки, чем попало. У меня палочка для суши. Водоросли были приобретены во Франции. Название компании вы видите на логотипе. 2 вида водорослей: тетрасселмис и второй сложно выговариваемый, на логотипе написан. Вот. В данный момент использую только тетрасселмис, так как он проверенный. Есть он у меня в бутылочках. Для содержания в аквариуме стоит примерно 5 литров этой культуры на всякий случай. Но в данный момент мы будем использовать тетрасселмис из уже засоленных аквариумов, где содержатся личинки недельной и 4-недельной давности. Добавили тетрасселмис, поставили свет и начинаем собирать личинок в отдельный стаканчик. Ловушку можно вытащить, кто-то собирает их на свет и у светового пучка собирает их через трубочку, через шприц, кому как удобно. Я собираю их через трубочку в стаканчик, а потом из стаканчика сливается лишняя вода через аэрационный камушек. Если попадает мусор и тому подобное, я на это внимание не обращаю. Это будет дополнительная питательная среда для фитопланктона. В нашем случае для тетрасселмиса. Вот. Личинок мы собрали. К сожалению, показать их количество толком не удается, потому что размер их примерно 1-1,5 миллиметра. Для того, чтобы личинки не прилипали к камню аэрационному, ставится свет, и посредством сообщающихся сосудов вода сливается в пустую емкость.
чем больше сольем, тем меньше будет скачок солености в приготовленном нами аквариум. Ниже чем 28 грамм на литр я не пробовал запускать личинок. 32 грамма на литр замешивается с расчетом на то, что часть пресной воды попадет из стакана с личинками. И соленость упадет примерно до 30 грамм. Выливая стакан, не забываем, что часть личинок могла прилипнуть к стенкам. Ополаскиваем соленой водой, сливаем все в аквариум, ну и пару раз еще ополоснуть для того, чтобы убедиться, что никаких неудачников в стакане не осталось. Ну, как я и говорил, доверяй, но проверяй. Лучше еще раз ополоснуть и слить. Все, личинки у себя в новом доме, в соленой воде. Тетрацеломис будет постепенно размножаться. А пока они там привыкают к новому дому, мы почистим их старый дом. Ну и покормим мамашек. Часто бывает такое, что после подмены, если вот только что мы отловили личинок, засолили, сделали подмену, почистили аквариум, какая-нибудь из аманок еще раз скидывает икру. Точнее, не еще раз, а очередная аманка скидывает икру. В течение 2-3 дней мы этих личинок просто добавляем в тот же осадничек с соленой водой. И немного о питании аманок. В качестве дополнительного корма я использую спирулину 100%, либо в таблетках, либо в хлопьях. Также творог, немного мотыля, ну иногда какой-нибудь сухой корм специально для креветок, который производит и тетра, и все остальные. Также я иногда подкармливаю личинок. Для этого используется корм. Не знаю его происхождения, знаю только то, что он достаточно мелкий для того, чтобы они могли его употребить. Мне он достался в подарок от такого же энтузиаста, как я. Я ему помог с ловушкой, он мне помог с кормом и с питательной средой, с питательными всякими жидкостями для тетрацеломиса. Это было еще в самом начале моих экспериментов. В данный момент вы видите личинок 4-недельной давности. Они примерно 4-5 мм в длину. Шприц закидывается буквально со спичечную головку сухого корма. Набирается вода из аквариума и выливается в ту часть аквариума, где сидят личинки. Поначалу я просто капал, но если капать, капля попадает в воду, даже с небольшой высоты, корм очень быстро оседает на дно, и личинки, которые плавают в толще, не имеют возможности его съесть. Если аккуратненько опустить носик ниже уровня воды и по чуть-чуть выдавливать из шприца, то облако будет опускаться равномерно, очень медленно, в течение получаса, наверное, зависая в толще.
Если у вас остались какие-нибудь вопросы, задавайте в комментариях. Если вам видео было интересным, подписывайтесь.